Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Сегодня я разбирала свои запасы и остаточки пряжи. И у меня вот есть в наличии пряжа Ланоса Мин. 3 цвета. Сиреневый, номер цвета 137, розовый и вот такой вот цвет какао. Так как вот этого цвета всего лишь одна упаковочка, то я решила связать из нее шапку. Шапку будем вязать спицами по кругу. А другие цвета у меня есть достаточное количество, то есть там можно уже связать что-нибудь, какую-нибудь более серьезную вещь, кофту, жакет, жилет и даже комплект, шапку с шарфом, либо со снудом. А вот этого цвета хватит только на шапочку, так как всего лишь 5 моточков у меня в наличии. Пряжа с пайетками. Давайте я вам прочитаю состав пряжи. Это 38% шерсть мериноса, 38% акрил, 18% полиэстер и 6% пайетки. Я думала, здесь вот блестящая ниточка, это вискоза, но на самом деле это оказался полиэстер. Цвет у пряжи 137 какао. Ланоса Мины. Ну, сейчас вроде бы эту пряжу больше не производят. В 50 граммах 75 метров. Так, в 50 граммах 145 метров. Тут вроде бы так должно быть. Спицы номер 5. Производитель рекомендует, но я уже, когда буду вязать образец, определюсь, какой размер спиц мне выбрать. Скорее всего, я буду вязать номером 3, либо 3,5. Шапочку будем вязать по кругу. И за это время я найду модель и предложу вам присоединиться к совместному вязанию. Шапку я буду носить с шубой. И покажу далее вам по ходу просмотра видео. Вы увидите, какая шуба у меня и какой цвет. И будем уже... Это будет проект «Авантюра». То есть присоединяйтесь. Я думаю, будет нам с вами вязать вместе интересно. Также вы свои работы можете разместить у меня в группе. Ссылки на группы вы можете посмотреть в описании под этим видео. Приготовьте пряжу, если вы хотите присоединиться к совместному вязанию. Будем с вами вязать вместе. Так как на канале у меня нет еще ни одного вязаного изделия, которое бы мы с вами вязали вместе спицами. Также в декабре будем довязывать недовязанные проекты. Будем заканчивать год и уже готовить работы, которые у нас были начаты в октябре-ноябре месяце, уже к финальному завершению. Оставайтесь на канале. Надеюсь, вам будет со мной интересно. Подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий, мастер-классов по вязанию узоров, а также проектов по вязанию спицами и крючком. И присоединяйтесь к проекту «Готовьте пряжу». Встретимся с вами на новом проекте. За следующей неделе будем вязать шапочку спицами. Шапочку можно связать и ребенку, и взрослым, девушке, либо женщине. Вот такая вот замечательная пряжа. Здесь вот у меня такая шуба. Натуральный мех песца. Очень теплая. Рукава отстегиваются и можно носить жилетом. И капюшон. Также я в своих запасах нашла
несколько моточков пряжи Ланоса Мин. И я думаю, что идеально она подойдет для того, чтобы связать шапочку для себя. И буду носить вот с этой шубой. Шуба очень теплая. И хочу вас пригласить присоединиться к совместному вязанию шапочки. Шапочку будем вязать спицами. Шуба, еще я в этом году ее не носила, она лохматая. И смотрится не очень, так как мех нужно причесать, чтобы он выровнялся. Она у меня целый год провисела под чехлом и немножко примялась. Вот такой необычный и орехово цвет какао с орехом. Вот так вот шуба выглядит при искусственном освещении. Густой мех. И я думаю, что цвет пряжи неплохо смотрится и сочетается с цветом шубы. У меня в наличии 5 моточков вот этой пряжи. Сейчас я расскажу вам о составе, метраже. И со следующей недели мы приступим с вами к совместному вязанию шапочки на моем канале. Шапочку я планирую носить вот с этим шарфом. Шарф из натурального меха, кролика. Он как бы вот таким образом выглядит внутри. Очень теплый. Так как пряжи у меня мало, всего лишь 5 мотков, то комплект связать шапочку плюс шарф или снуд у меня не получится, так как пряжи недостаточно для комплекта. И буду вот носить шубу вот с таким шарфом. И вот у меня будет такой комплект. Надеюсь, если даже шапочка будет мне в ней холодно, у меня у шубы есть капюшон. И будет все прекрасно. Вот смотрите, какой замечательный, красивый шарф. Я думаю, он тоже прекрасно будет сочетаться с цветом пряжи. Как вы думаете? Забыла сказать в завершении, если вам нужна пряжа и вам понравилась именно эта пряжа, то цвет розовый и нежно-сиреневый есть в наличии. И вы можете ее приобрести. Ссылки на пряжу указаны в описании под видео в инфобоксе. Так, розовой пряжи я сейчас посчитаю 10 мотков. Очень нежный розовый цвет с пайетками пряжа. И сиреневый цвет. Так, здесь 9 мотков, 10, тоже 10 мотков. То есть это 2 упаковочки по 5 мотков. 10 мотков вам хватит на кофточку, либо даже комплект, шапку, шарф и варежки, может быть даже митинги. Все ссылочки на пряжу и крючки, спицы вы увидите в инфобоксе.